Пророчества о судьбе Израиля в Библии давно вызывают споры. В этом видео мы посмотрим, что о восстановлении народа говорили ранние христиане, как эту тему интерпретировали пуритане, как возник сионизм и какую роль сыграл Холокост. Завершим рассказ войной 1948 года и итогами для христианского сионизма. Идея восстановления Израиля возникла вскоре после разрушения второго храма в 70 году и среди иудеев, и среди ранних христиан. В Новом Завете прямо не говорится о восстановлении Израиля как государства, ведь тексты написаны до изгнания народа. Зато там есть предсказание разрушения второго храма и изгнания евреев, а события последних дней связываются с Иерусалимом, горой Сион и землей обетованной, подчеркивая их духовное и географическое значение. Откровение 21.2. «И я, Иоанн, увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». О восстановлении Израиля писали ранние отцы церкви, и Ириней Леонский связывал его с тысячелетним царством. Книгой против ереси он прямо писал, что Иерусалим будет восстановлен на земле, и тогда евреи обратятся к Христу. Ириней связывал слова Нового Завета с пророчествами Ветхого Завета, показывая их исполнение в будущем земном царстве. Этому взгляду противостояло учение о замещении Израиля. По нему церковь стала новым Израилем, а обетования, данные евреям, исполняются духовно через христианскую общину. Но многие ранние христиане продолжали связывать события последних дней с Иерусалимом. Ипполит Римский, например, видел в них восстановление храма и приход Антихриста. Согласно Библии, Антихрист временно сядет в храме, выдавая себя за Мессию, чтобы обмануть людей. Эти события предшествуют второму пришествию Христа. Его приход сдерживает сила, называемая по-гречески катехон, 2 Фессалоникийцам 2:7-10, ибо тайна беззакония уже в действии, но только до тех пор, пока не будет устранен удерживающий ее теперь. В западной традиции катехон часто связывали с императорской властью. После поражения еврейских восстаний император Адриан запретил евреям селиться в Иудее. В средние века разговоры о восстановлении Израиля и храма почти исчезли, хотя полностью не прекратились. На Востоке Иоанн Дамаскин считал, что третий храм буквально восстановит Антихрист, то есть лжемессия. Он сядет в нем, выдавая себя за Бога. В еврейской традиции ожидание восстановления Израиля почти всегда связывалось с восстановлением храма в Иерусалиме. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Возвращение евреев в Палестину вновь стало обсуждаться среди пуритан в конце 16 века. Это было связано с появлением Библии на народных языках, что усилило интерес к Ветхому Завету. Англо-шотландские пуритане во время изгнания в Швейцарии создали Женевскую Библию с комментариями, пояснявшими, что евреи вернутся в Палестину и обратятся в христианство в конце времен. Эти комментарии сместили внимание протестантов на Палестину, как на центр будущих событий. С 17 века в Британии появилось множество книг, пропагандировавших возвращение евреев на их землю. В 1609 году Брайтман в «Откровении откровения» описывал, как евреи вернутся в Иерусалим, а Святая Земля с иудео-христианской церковью станет центром христианского мира. Английский дипломат в Москве Джайлс Флетчер писал о возрождении Израиля и исполнении библейских пророчеств. Юрист Генри Финч в книге «Величайшая реставрация» говорил о восстановлении Израиля и подчинении ему народов. Эти идеи оскорбили короля Иакова. Финч был арестован и умер через несколько лет. Сторонниками восстановления Израиля были Оливер Кромвель и большинство пуритан в Новой Англии, особенно президент Гарварда Инкрис Мазер, считавший, что окончательная реформация христианского мира произойдет после возвращения евреев на Святую Землю. В 17 веке среди евреев усилились мессианские ожидания, кульминацией которых стало движение Саббата и Цви. Оно показало протестантам, насколько сильным было стремление евреев вернуться на обещанную Богом землю. Наполеон во время кампании в Египте призвал всех евреев собраться под его флагом, чтобы восстановить древний Иерусалим. Важную роль в пробуждении христианского сионизма сыграли миллинаризм и учение диспенсационализма Джона Нельсона Дарби. Кроме них, Чарльз Спurgeon писал, что евреи вернутся на родину и будут обращены, независимо от того, что произойдет первым. Протестанты считали восстановление Израиля божественным событием, которое может произойти даже без их прямого участия, но они хотели быть помощниками Бога в этом процессе. В XIX веке секуляризация и рост национализма поставили вопрос о месте евреев в Европе. Реформированные светские евреи надеялись на ассимиляцию, тогда как ортодоксальные считали, что возвращение в Палестину возможно только после прихода Машиаха. Волна погрома показала, что ожидание было рискованным. После дела Дрейфуса Теодор Герцль созвал первый сионистский конгресс в Базеле, добился отмены турецкого ограничения пребывания евреев в Палестине, но просьба о автономии была отклонена. После Первой мировой войны британское правительство при поддержке христианских и еврейских сионистов
опубликовала Декларацию Бальфора, обещав помочь создать в Палестине национальный очаг для еврейского народа. Ускорилось переселение евреев, получившее название Алия. Начало Великой депрессии и огромный поток беженцев из нацистской Германии вызвали недовольство арабов. В апреле 1936 года вспыхнуло крупное арабское восстание, охватившее всю Палестину и продолжавшееся 4 года. В ответ Британия ограничила миграцию и продажу земли евреям. Сионисты восприняли эти меры как нарушение Декларации Бальфора. Проходили массовые демонстрации, тайные переселения евреев, радикалы устраивали теракты против британских войск. В Германии нацисты изначально рассматривали переселение евреев в Палестину как возможное решение, тогда как философ Карл Шмидт видел в Рейхе катехон, удерживающую силу против того, что он называл еврейским большевизмом. И действительно, после разгрома нацистской Германии началось восстановление государства Израиль, что частично совпадает с библейским пророчеством об устранении катехона. После Холокоста общественное мнение склонялось к возвращению евреев в Палестину. Среди самих иудеев особенно пострадали те, кто надеялся на ассимиляцию и отвергал сионизм. Британская администрация продолжала ограничивать переселение, задерживая и депортируя нелегальных мигрантов. В ответ еврейские подпольные организации начали атаки, и к 1947 году Великобритания решила отказаться от мандата на Палестину. Лондон передал вопрос в ООН. Генеральная ассамблея предложила разделить территорию на еврейское и арабское государство. В 1948 году завершилось британское правление, и в тот же день была провозглашена независимость Израиля. СССР и США первыми признали новое государство. Сталин рассчитывал, что Израиль станет проблемой для Великобритании и США, его соперников. Через Чехословакию Советский Союз поставлял оружие еврейским формированиям, но Израиль объявил курс на невхождение в военно-политические блоки. Сразу после провозглашения независимости Египет, Сирия и Трансиордания с поддержкой других арабских стран начали войну. Главной силой был арабский легион Трансиордании. Однако король Абдалла поддерживал тайные контакты с сионистами и не хотел создания палестинского государства. Разногласия и неорганизованность помешали арабам объединиться. По итогам войны Израиль расширил территорию примерно на треть за счет земель, предназначавшихся для арабского государства. Миграция евреев из арабских стран удвоила население. Сначала проверки на еврейское происхождение почти не существовали. Юридическое определение, кто считается евреем, появилось в 1962 году в деле брата Даниэля. Из права на гражданство исключили тех, кто принял христианство или другие религии. Это усложняет и откладывает ожидаемое по толкованию пророчеств обращение части евреев в христианство. Восстановление Израиля подтвердило для христианских сионистов верность их понимания пророчеств и ослабило позиции критиков. По их мнению, это создало предпосылки для исполнения пророчеств о последних днях, включая возможное восстановление третьего храма и возвращение 10 потерянных колен. Современные государства включают в основном южные колена Израиля, Иуды, Вениамина и частично левитов. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.